Конечно, чтобы достичь ваших целей, нужно работать над программами, которые нам мешают достигать наших целей. 90% наших программ – это программы, которые мы получили от нашего рода, родительские программы и родовые программы. Вот. И, естественно, соответственно, если 90% программ не наши, то значит мы не живем своей жизнью. Даже если мы осознали, да, я осознанный человек, я знаю, что у меня есть родовые программы, я знаю, что у мамы были такие-то родовые программы, я знаю, что там у меня повторяются какие-то ситуации с финансами, с отношениями или там со здоровьем, но пока мы их не проработаем, мы не сможем их изменить и встать на свой собственный путь и создать свои собственные программы. Сейчас такое время, как никогда, мы можем это сделать в нашей жизни, не проживая много воплощений. Уже сейчас мы обладаем этими техниками работы с подсознанием и можем проработать эти программы и создать новые программы, и жить по этим новым программам уже здесь и сейчас. И, соответственно, передать эти программы нашим детям и потомкам. Таким образом, вы становитесь избранной рода. Если вам это откликается, если вы хотите действительно трансформировать эти программы, изменить их, выйти из повторяющихся ситуаций, нехватки финансов, отношений, которые вас не устраивают, проблем со здоровьем, можно это все переписать. Можно изменить эти программы и изменить свою жизнь с разрешения высших божественных сил, с их благословением, а также с благословением вашего рода. Поэтому я приглашаю вас на этот курс «Родология 2.0». Это обновленный курс. Курс, на котором отдельно мы будем прорабатывать сферу отношений, сферу финансов, сферу здоровья и сферу предназначения. То есть в каждой сфере мы будем уделять особое внимание и прорабатывать каждую сферу. Этот курс практический, и каждый выйдет со своим результатом. Все родовые программы передаются по женской линии. Поэтому очень важно для женщин, для матерей, которые воспитывают детей, которые являются женщинами рода. Именно через женщин создаются, формируются родовые программы. Почему? Потому что женщины, они, во-первых, эмоционально очень заряженные. Да? То есть если какой-то сильный эмоциональный стресс, и женщина его переживает, и затем она рожает ребенка, то она этот стресс передает своим детям. А дети, которые находятся с мамой, они, естественно, записывают всю эту программу мамы. Поэтому женщина, она является именно, по ее линии идут вот эти родовые программы женские, и передаются они из рода в род. Очень важно быть осознанными, потому что многие программы женщины определяют также финансы мужчины, например, здоровье мужчины, энергию мужчины. Женщина должна понимать, что такое родология, что такое родовые программы, как на них реагировать, как их прорабатывать, как брать ресурс рода, таланты рода и как трансформировать негативные программы, чтобы жить полноценной, реализованной, счастливой, наполненной, изобильной. Потому что это все зависит от женщин во многом.